Вспомните 2009 год. Вы идете в кинотеатр, и у вас есть выбор. Вы можете посмотреть масштабный блокбастер, мрачный триллер или комедию. Настоящую комедию, от которой зал взрывался от смеха. Фильмы, цитаты из которых на следующий день повторяла вся школа или офис. А теперь посмотрите на сегодняшний день. Когда вы в последний раз смотрели по-настоящему смешную новую комедию? Не супергеройский боевик с натужными шутками каждые 5 минут. Не инди-драму с элементами сатиры, а классическую первоклассную комедию. Вы не помните, потому что их больше не существует. Жанр мертв. И дело не в том, что люди разучились смеяться. Дело не в том, что сценаристы исписались. Причина гораздо циничнее. Голливуд просто математически больше не может позволить себе снимать такое кино. Сегодня мы разберем анатомию убийства целого жанра. Как смерть DVD-дисков, глобализация рынка и трусость корпораций навсегда изменили то, что мы смотрим. И почему кино, которое вы так любили, больше никогда не вернется на большие экраны. Чтобы понять, почему Голливуд сломался, нужно понять, как он работал на пике своей формы. В 90-е и 2000-е индустрия держалась на так называемом среднебюджетном кино. Это фильмы с бюджетом от 15 до 40 миллионов долларов. Комедии, романтические фильмы, детективные триллеры. Для студий это была идеальная бизнес-модель. Почему? Потому что у них была чит-кодом секретная страховка от провала. Она называлась «физические носители» – VHS и DVD. Даже если комедия с Адамом Сэндлером или Джимом Керри собирала в прокате копейки, студия знала, через полгода фильм выйдет на DVD, и люди купят его. Экономика DVD была безумной. Себестоимость диска составляла центы, а продавали его за $20. В 2005 году доходы от продаж DVD превышали доходы от кинотеатров в 2 раза. Именно эта подушка безопасности позволяла студиям рисковать. Продюсер мог дать $30 миллионов кучке комиков и сказать: «Делайте, что хотите. Главное, чтобы было смешно». Если фильм оказывался слишком пошлым, странным или не собирал кассу, плевать. Он окупался в видеопрокате. Эта свобода породила золотую эру комедий. Студии инвестировали в таланты, в идеи, в диалоги. Но потом появился интернет, и подушка безопасности лопнула. 2010-е годы. Стриминговые сервисы начали убивать физические носители. Доходы от DVD рухнули с 16 миллиардов до жалких пары миллиардов за несколько лет. Для нас, зрителей, это выглядело как удобство. Больше не нужно идти в магазин. Вся библиотека мира за $10 в месяц. Но для Голливуда это был конец света. Без гарантированной прибыли от продажи дисков среднебюджетное кино мгновенно стало самым опасным активом. Представьте себя на месте директора киностудии. У вас больше нет права на ошибку. Если фильм провалится в кинотеатре, вы потеряете миллионы, потому что DVD его больше не спасет. Поэтому студии перешли к стратегии крайностей. Штанга. Они стали финансировать только 2 категории фильмов. Первое – микробюджетные хорроры от студий вроде Blumhouse. Бюджет $3 миллиона. Даже если он провалится, убытки смешные. А если выстрелит, прибыль тысячекратная. Вторая категория – гигантские тентполы. Франшизы за $200 миллионов. Marvel, «Звездные войны», «Форсаж». А комедии за 30 миллионов, они попали в мертвую зону. Для студии они стали слишком дорогими, чтобы рисковать, и слишком мелкими, чтобы собрать миллиард в прокате. Экономический фундамент жанра был уничтожен. Но это была только половина проблемы. Настоящий гвоздь в крышку гроба забил другой фактор – глобализация. В 2000-х годах Голливуд зарабатывал большую часть денег внутри Соединенных Штатов Америки. Если фильм нравился американцам, он был успешен. Но к 2015 году ситуация кардинально изменилась. Более 70% кассовых сборов блокбастеров стали приносить зарубежные рынки. И самым большим, самым желанным рынком стал Китай. И здесь мы сталкиваемся с фундаментальной проблемой жанра. Экшен, взрывы, монстры и спецэффекты — это универсальный язык. Трансформеры, бьющие друг другу морды, одинаково понятны подростку в Огайо, студенту в Берлине и бизнесмену в Пекине. Но юмор — это самая субъективная и культурно зависимая вещь на свете.
Комедия строится на нюансах, сленге, игре слов, культурных отсылках и стереотипах. То, что смешно в Техасе, вызовет недоумение во Франции, а в Китае не пройдет жесткую государственную цензуру. Вы не можете перевести тонкую ироничную шутку из диалога так, чтобы она собрала кассу в Азии. Вы не можете снять пошлую комедию с рейтингом R и надеяться прокатать ее на 100 международных рынках. Поэтому студии сделали логичный корпоративный вывод. Мы больше не снимаем фильмы, построенные на диалогах. Мы снимаем визуальные аттракционы. А юмор? Юмор они просто размазали тонким слоем по блокбастерам. Голливуд не отказался от шуток. Он отказался от чистого жанра. Комедия превратилась из самостоятельного блюда в дешевую приправу для боевиков. Они называют это «разрядкой смехом». Алгоритмически просчитанная шутка каждые 12 минут, чтобы зритель не заскучал. Это фастфуд, это стерильно. И говоря о стерильности, мы подошли к главной причине, почему новые комедии, которые все-таки выходят, получаются такими беззубыми. Вы часто слышите, что комедию убила толерантность и культура отмены. Звучит как политический лозунг, верно? Но давайте отбросим эмоции и посмотрим на это глазами CEO огромной корпорации. Любая крупная корпорация, будь то Disney или Warner Brothers, боится только одного – падения акций. Основа любой великой комедии – это риск, это переход границ, это способность смеяться над тем, над чем нельзя смеяться. От Чарли Чаплина до Джорджа Карлина и Рики Джервейса юмор всегда был вызовом норме. Но сегодня переход границ – это пиар-кошмар. Представьте, что вы утверждаете бюджет на 40 миллионов. Зачем вам спонсировать фильм с острыми провокационными шутками, если один гневный тред в социальной сети может привести к бойкоту, извинениям, увольнениям и падению капитализации? Корпорациям не нужна гениальность. Корпорациям нужна безопасность. Алгоритмы стриминговых платформ, таких как Netflix, заточены на удержание зрителя. Если зритель возмутится и выключит фильм на 10-й минуте, алгоритм понизит рейтинг фильма, и его никто не увидит. Поэтому сценарии фильтруются десятками фокус-групп. Острые углы сглаживаются. Шутки становятся максимально безвредными, чтобы никого не обидеть. Но проблема в том, что шутка, которая никого не обижает, обычно никого и не смешит. Она становится пресной, пластиковой, искусственной. Так что же, комедия умерла навсегда? В Голливуде, скорее всего, да. Старая система сломана безвозвратно. Кинотеатры окончательно стали парками аттракционов для визуальных эффектов. Но потребность людей смеяться никуда не исчезла. Она просто нашла новое русло. Стендап переживает золотой век. Комики больше не продают права стримингам. Они выкладывают спешлы прямо на YouTube. Подкасты, где комики просто болтают 3 часа без цензуры и сценария, собирают аудиторию в 10 раз больше, чем премьеры комедий от Netflix. Юмор ушел в андеграунд, он ушел в интернет. Он вернулся к авторам, а не корпорациям. И, возможно, это к лучшему. Искусство всегда расцветает там, где нет костюмов с графиками и фокус-групп. Голливуд убил комедию ради безопасной прибыли. Но мы, зрители, всегда будем голосовать своим вниманием. А по какому жанру из 2000-х больше всего скучаете вы? Напишите в комментариях. Я читаю каждый.